Stream Elements Bot Running. Всем привет! Начинаем новый стрим. И начинаем его с того, что хочу сказать, что, если честно, сегодня его быть не должно было быть совсем. Хотел прекратить в этом году, ну да ладно. Сейчас проверим, как оно все у нас работает. Проверяем Boosty. Тестировка пишем. Тестировка. Boosty работает. YouTube. Тестик. И YouTube работает. Ну и самое мелкое это у нас ВКонтактик. Осталось только найти, где у нас тут в ВКонтакте. И ВКонтактик нашелся. Проверка. Ну, в принципе, все везде работает. Поэтому сообщаю вам главную тему сегодняшнего стрима. Это просто небольшая болтовня. Везде, где вы смотрите этот самый стрим, можете взять и просто написать что-нибудь.
Так, VK Play тоже работает. И осталось последний проверить. Это у нас Одноглазники. Включим звук и напишем комментарий. Ну вот. Хотя бы что-то не работает. Короче говоря, везде. На Ютубе, во ВКонтакте, на Бусти. Вы можете написать свой вопрос, свое пожелание, свое еще что-то там. И это все я увижу, и мы все увидим на экране. Прочитаю, обсудим, то да сё. Все как обычно. Также есть донатные ссылки. Можете сделать донат, и даже я бы хотел, чтобы вы его обязательно сделали. Ну, а я в свою очередь скажу вам за это большое человеческое спасибо. Ну да ладно. То у нас идет главным первым номер. Если честно, даже не знаю, что вам и сказать по этому вопросу. Год закончился практически. Сегодня 27 число. Сегодня можно не считать. Осталось 3 дня и все. Начинается новый 23 год. В 23 году стримы будут продолжаться тоже точно так же. Но постараюсь сделать как-нибудь так, чтобы выходили они немного по другому графику. То есть, если сейчас они выходят каждый 4-й день, то я хочу сделать, чтобы стримы выходили в понедельник, среду и пятницу. И мы с вами большую часть времени просто общались. В принципе, с технической точки зрения нужно примерно где-то в районе 20 кило рублей. Поясняю, для чего это надо. Я покупаю небольшой, не самый дорогой, не самый хороший, но надежный телефон в плане SIP-телефонии, который обладает кнопочкой «Включить громкую связь». И где громкая связь достаточно хорошо сделана. То есть не просто знать, что телефон будет громко орать, а просто качественно передавать тот звук. Также зарегистрируюсь на одном сервисе, который предоставляет услуги так называемой этой SIP-телефонии. Сделаю номер какой-нибудь из разряда 8800, чтобы вы могли звонить совершенно бесплатно. И когда на этот номер будет поступать звонок, включая громкую связь, то есть вы запросто можете сказать все то, что вы хотите сказать по этому поводу. Также напоминаю вам о возможностях рекламы. Вот внизу, назовем это желтым прямоугольником, вы просто-напросто переходите по
ссылки под видео. Ссылка под видео доступна на YouTube. Переходите на Kiwi Донат, вернее Донат Kiwi. И это место называется ссылка «Купить рекламу, купить тут». Вы просто-напросто делаете один донат, и все, что вы напишете, а это 200 знаков вместе с пробелами, будет появляться вот на этом самом прямоугольнике. И будет висеть здесь ровно 30 суток. Хорошо это, плохо, есть выхлоп или нет выхлопа. Все зависит от того, что и как вы напишете. Если вам интересна более другая реклама, например, какой-нибудь pre-roll или что-то тому подобное, внизу есть мои контакты. Пишите мне сообщение в любой социальной сети, а лучше всего, если социальная сеть будет называться электронная почта. И мы с вами обсуждаем, что вы хотите, как вы хотите, когда вы хотите и сколько это будет для вас стоить. Если все стороны остаются довольными, то в следующем выпуске я все сделаю, и все будет просто замечательно. Есть еще куча всякого разного, что я планирую сделать со своим каналом. Вообще, в идеальном варианте, это каждый будний день, вечер, и мы с вами сидим, общаемся долго, порно, весело. Обсуждаем не только всякие разные политические вопросы, но и какую-нибудь гуманитарную. Смешную, веселую, не смешную, совсем не веселую, без разницы. Просто у вас есть что-то наболевшее, что вы хотите обсудить. А у меня есть канал, на котором все это можно высказать вслух и получить какой-то ответ. Как все это будет, хорошо ли, плохо, получится, не получится. Мне хотелось бы думать про то, что да, все выйдет, все хорошо, но может получиться, что и не получится. Поэтому начинаем Новый год точно так же, как заканчиваем и старый. Каждый 4-й день я обсуждаю с вами те новости, которые вы мне присылали. И, собственно, все до того момента, пока у меня не появится нужного количества ресурсов, чтобы начать все делать. В этот раз забыл, но обычно я всем говорю, что, ребята, вы сейчас зашли, что-то сделали на канале, посмотрели. Нажмите кнопочку «Поделиться». Мне не столько хочется, чтобы вы поделились, а просто нужно проверить. Появится на экране надпись, что Вася расшарил канал туда. Или не появится. Нажмите лайк. Все это упорно не хочет работать. Но опять же, если все это заработает, то есть шанс, что вы будете первым во весь экран написанным человеком, и все увидят то, что вот смотри, он поделился этим самым каналом.
Хорошо это, плохо ли это? Нужна какая-то активность между моей стороной и вашей стороной. Да, я вот сижу, пью кофе, разговариваю. Вы тоже вполне возможно что-то там где-то смотрите и говорите. Но это не видно. Поэтому нужно сделать так, чтобы все было просто видно, хорошо, замечательно, отлично. Ну, в принципе, про планы на будущее рассказал. Что еще? Нужно больше подписчиков. Не столько ради того, чтобы больше людей меня смотрело, а чтобы больше людей покупали рекламу на канал. Чем больше со всей этой задумки я получу денег, тем быстрее я куплю новое кресло, фон, который хромакей, камеру. Единственное, что я не буду менять, это микрофон, потому что мне почему-то кажется, что микрофон замечательный, работает хорошо. Никаких глюков, ничего с ним вроде нет. Кстати, если вдруг какой-то глюк с микрофоном все-таки есть, или с камерой, или еще с чем-то, пишите, чтобы я знал об этом. Потому что пересматривать потом свои стримы, то еще занятие, и я этой ерундой не занимаюсь. Ну, иногда бывает необходимость, а то ли я сказал, а обсудил ли я это, сделал ли я задел на тот самый вопрос, который должен был сделать. Ну, как-то оно вот так. Чаще всего не пересматриваю. Если честно, пересмотрел то ли 2, то ли 3 выпуска за весь год. И то в самом начале, когда были как раз проблемы с микрофоном. Но сейчас вроде как бы проблем никаких нету, поэтому пересматривать не вижу необходимости. Что еще стоит сказать вам? Если честно, даже примерно понятия не имею, что еще сказать. Со всеми этими новогодними праздниками, подготовками и все такое прочее. Все вопросы, которые вы присылали, отправил на следующий выпуск, который, по идее, можно было бы провести сегодня нормальный стрим, 31-го заключительный, и уже с первого выпуска 2023 года начать что-то как-то там. Но 31 декабря я не буду проводить стрим. Не буду. Поэтому чему все это? Хочется того, что я сказал немного ранее. Одно интересное видео вышло на Ютубе. Не знаю.
Вот этот стрим закончу и посмотрю как-нибудь сегодня, чуть позже. Если честно, думал, сегодня придется сделать 2 распаковки. Распаковки небольшие. В одной USB-свисток с новым Bluetooth. Та штука, которая стоит у меня в компьютере и работает хорошо и здорово, еще работает на Bluetooth под номером 3. Уже, не знаю, лет 5 или 6. Новые наушники, которые так себе, если честно. Ну, в основном так себе, они из-за того, что вот я снимаю их с зарядки, включаю музыку и ложусь спать, а один наушник лежит на ухе и тихонько мне музыку болтает. Люблю под это дело засыпать. Или какой-нибудь другой стрим чужой послушать. Тоже интересно. Болтают, 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 и под это самое болтание ты засыпаешь. Проходит 3 часа времени, и компьютер просто-напросто берет и выключается. Так вот, эти самые наушники 3 часа не могут пережить. Поболтал с одним знакомым, у него наушников и таких, и других. Ну, сказать, что 50, это ничего не сказать. Наверное, все, что есть, дешевле 1500-2000 на Алике, все скупил. И затычки, и оглобли, и всякий раз. Вот с ним сказал: у тебя такие есть? Есть. Сколько работают? Ну, часов 5-6 держит. Если громко включить, то может быть 3-4. Я говорю: ну, дружище, а как? Почему у меня, 1,5-2 часа? Может, не такие, может, но посмотрели, купили у одного продавца. Внешне ничем не отличаются. А какой у тебя вот этот самый свисток? Вот такой. Ну, это, дружище, просто все. То, что они общаются не на том Bluetooth, на который рассчитан. Вообще они рассчитаны якобы на 5,1, и это для них просто идеальный вариант. Ну и взял и купил этот самый USB-свисток 5,1. Не знаю, что из этого выйдет, хорошо или плохо, но купил заодно и другие наушники. Обычные затычки. Телефона, который можно набить музыкой и ходить по улице слушать, у меня нету, поэтому музыку предпочитаю слушать дома. Ну, а если я слушаю ее дома, как я сказал ранее, ложусь спать, воткну уши в ухи, и все, спокойно лежишь, слушать. Если верить продавцу, а пока у меня нет повода ему не верить, наушники работают до 8 часов. Про Bluetooth нигде ничего не сказано, но думаю, что тоже, скорее всего, какой-нибудь 5. Но в том плане, что наушники должны были прийти сегодня, 27 числа, а USB-затычка, это USB-свисток, должна была прийти 22 числа. Придут они все где-нибудь в начале, или точнее сказать, в первой половине января. Если Почта России, которая доставляет, не потеряет, не найдет им какого-нибудь нового хозяина.
Многие говорят, почему я всегда плохо отношусь к Почте России. Было время, когда я ходил на почту как на работу, то есть 2-3 раза в неделю. Приходили посылки, мелкие пакеты, всякие разные отправления. И я знаю, как она, эта самая почта, все доставляет. Что-то, что думаешь, вот точно, по-любому сопрут, доходит быстренько и даже коробочка не помят. А что-то, вот оно нахрен никому не надо. Не то, что никому не надо, кому-то оно может и надо. Но рисковать, пускай даже такой работой, и что-то там спереть, потерять, не знаю. Тут предложили взять одну интересную штуку. Такая небольшая по размерам пластина. С одной стороны экранчик. И вот вышла новая версия и предложили: дружище, давай, надо? Я говорю, надо. Что за это хотите? Сделай что-то, тот, ответишь на эти вопросы, но отвечать надо не как мы попросим, ты захочешь, а так, как было на самом деле. То есть нужен прям такой вот красивый, четкий, правдивый обзор. Я говорю, ну, ребят, не вопрос. Эта штука меряет всякие жизненные показатели. Модный нынче кислород в крови. Не такой модный, но в моем случае нужный сахар в крови, давление, пульсы и прочее, около 10 всяких параметров. И чтобы это все померить, нужно просто сесть удобно, взять вот эту штуку в руки и посидеть 30 секунд. Есть недостатки. Чтобы ваши данные не спионерили и не воспользовались ими в плохих целях, хотя, если честно, я не знаю, какие могут быть плохие цели у этой штуки, вернее, у данных, которые снимает эта штука, стоит система защиты. То есть вы берете и вводите свой номер телефона. И каждую неделю эта штука заблокируется. И чтобы ее разблокировать, нужно ввести номер телефона и смс-очку. Номер из смс-очки, который придет. Но так как штука новая, русифицировать ее не получилось пока еще. Поэтому написано на родном местном языке. А местный язык это китайский. И принимает телефонные, то есть номера телефонов, она тоже из Китая. И только из Китая. То есть эту штуку использовать в России можно. Но при всем при этом нужно добыть китайский номер мобильного телефона, что в принципе, я не знаю, дело 5-10 минут и 200-300 рублей в месяц. И все. То есть вот такая абонентская плата будет у ней. И после этого она будет работать, если она работает. С предыдущей штукой тоже не получилось повзаимодействовать по тем же самым причинам. Ну да ладно. Все, договорились, согласились. Куда отправлять? Написал адрес, индекс, все. И, ребята, если у вас есть возможность, отправьте ее каким-нибудь СДЭКом, какой-нибудь службой доставки.
не надо отправлять почтой России. Мы отправим ее в российский офис, а из российского офиса там сами примут решение, как ее отправлять. Нужно ли говорить, что отправили именно почтой России? Первая посылка потерялась на таможне. Данные, что на таможне пришло, есть. 3 недели прошло, выхода из таможни нет. Достал всякие своими письмами, типа, ребята, штука интересная, и мне бы не хотелось, чтобы она потерялась, сильно глубоко потерялась, поэтому, побеспокойте, где там на таможне, про нее там не забыли. Не знаю, что ответили на таможне, но отправили посылку второй раз, другую. Точно так же. Из Китая материкового московский офис. Еще раз напомню, что надо пользоваться какими-нибудь службами доставки. СДЭКи, ТНТ и 1001. Пятерочки уже давным-давно работает служба доставки. Ребята, вот не поленитесь. Ходите. Да, придется заплатить деньги, но вот эту доставку давайте я сам оплачу. Не вопрос, я все готов. Таможня в этот раз прошла замечательно. Присылают мне номер, 2 буквы, куча цифрок и еще 2 буквы. Это что? Мы отправили почтой России. Зачем? Ее украдут. Ее разобьют. Ее еще что-нибудь сделать, но она не дойдет. Да нет, мы уже много раз отправляли почту России, всегда доходило. Не дошло. Из города А выехал в город Б и не приехал. Пишу письмо, типа, где отправление? А мы не будем вам отвечать, потому что вы какой-то получатель. Нам нужен отправитель. А с отправителем мы поговорим. Пишу в российский офис. Ребята, напишите вот по этой электронной почте и узнайте, куда они дели вашу посылку. Почти месяц беседовали с офисом. Украсть нет, мы не могли бы, что мы Почта России, мы доставляем, мы ничего не воруем. Но посылки нет. Пришлось отправлять 3-й раз. С ДЭКом. Все как положено. Только отправили уже не мне. А Китай решил, что 3 попытки будет перебор. Не везет как-то с получением. И вот именно поэтому и еще по доброй сотне подобных случаев я не люблю говорить про Почту России в положительном ключе. А если хотите услышать про них в положительном ключе, это подпишитесь на их Дураграм-канал. Вы думаете, там будет что-то про почту, про Печкина? Нет. Там вам будут рассказывать и про биржи, и про заработки, и еще про что-то. И обязательно расскажу, что вот в советское время на Сахалин целую тонну могли за месяц доставить. А мы научились 1,5 тонны доставлять. Вот видите, как прогресс растет. Это вам не какой-то шукры-мукры, а это Почта России. Ого-го. Или сообщат, что через некоторое время во всех офисах начнут принимать картонные коробки, в которых раньше были посылки. Зачем? И какое отношение это имеет к почте? Ответ очень простой. Контора не может сделать, чтобы
ее основная услуга была четко регламентирована и жестко исполнена. Не можешь. Как работали почтальоны печки, так они и работают. Как теряли, воровали, так теряют и воруют. И ничего не поменял. Но чтобы уйти от этого, мы расскажем вам, какие мы молодцы. И наплевать то, что вас это никак не тронет, никак не касается. Мы рассказали, а значит мы молодцы. И все. Так работает все везде. В том числе и на Почте России. Как-то оно вот так. Что еще рассказать? Пользовались в последнее время Аликом? Мне просто интересно. Он у меня у одного стал таким хреновым? Или это массовое явление? Я очень часто общаюсь с китайскими и около китайскими продавцами, которые торгуют на Алике. Чаще всего они сами ко мне обращаются, иногда я к ним обращаюсь. И вот все те товары, которые они мне предлагают, но пока еще не отправили, я заносил в избранную. Просто чтобы в случае чего быстро, легко можно было их найти. Как на телефоне, так и на компьютере. Тут зашел разговор о небольших часах. Ну как небольших? 30 сантиметров, настенные или наполочные. Все зависит от того, подставку вы оденете или не оденете. Большой круг черного или белого цвета. И целую минуту по этому кругу бежит бегущая строка. Просто прямоугольнички загораются. А в середине часы и минуты. Секунды, вот это по кругу пробегает, кружок сделал, погасло, и начинается все сначала. И так далее, и тому подобное. Вот такие часы продавались в двух видах, если не считать цветовые различия. С блоком питания и с питанием от USB. С блоком питания часы 32 сантиметра по внешней кромке в диаметре. И вот место, которое загорается, сделано из черный цветы черного цвета. Цвет, вернее, часов черного цвета. И вот этот пластик тоже, когда под ним не светится, он черного цвета. И в итоге ты, когда на эти часы смотришь, я не знаю, как живьем я их не видел. Но вот на фотографии уже купили, и вот смотришь, идет боковой засвет, и у тебя светятся все светящиеся квадратики, прямоугольнички. И в итоге там должно быть здесь 2 черточки светиться, а горят все 8. То есть в полной темноте они прям здорово видны. И во многих комментариях, типа вот купил пленку, которой окна заклеивают, вот эту зеркальную, наклеил на все. И в итоге вместо часов у меня висит большое зеркало. И вот это большое зеркало, когда внизу под ним, под этой зеркальной пленкой, загорается циферка, прямоугольничек, кружочек, что там должно загораться. Вот светится только эта точка, а не все вокруг отделения. Вот такая штука стоит 1,5 рубля. Разговор шел про
чуть побольше и с блоком питания, где границы между светящимися отделениями сделаны наглухо. То есть горит точка 1, точка 0 и точка 2 никаким боком не подсвечиваются. То есть свет туда не попадает. Плюс есть память. То есть вы настроили время на часах, они все показывают, а потом раз, и пропало электричество. И в течение какого-то времени, пока не сядет аккумулятор, часы продолжают в самом тусклом режиме показывать время. И это время идет, продавец пишет 2-3 часа, значит где-то 1,5-2 часа оно идет. Все хорошо, все удобно. Если есть какие-то перепады с электричеством, проблемы дома, то можно купить и все равно ими пользоваться, не настраивая каждый день. И эти самые часы в своем избранном я не нашел. Ввожу поиск на самом Алике, мне попадает там 50 этих часов. Захожу на часы, вижу, что стоит отметка, что это добавлено в мое избранное. Захожу в избранные, все от начала до конца перелистываю, и ничего этого нет. Хочу добавить что-то в избранное. На телефоне появляется красный пунш. Что-то пошло не так, зайдите позже. На компьютере точно так же идет отказ. Причем хочу я убрать из избранного или добавить в избранное, не имело значения. Буквально 2 дня назад появилась возможность удалять. То есть я отметку снимаю и предмет исчезает из моего избранного. Но добавлять туда пока никак все равно не могу. У вас так же? Или что-то нормально? Мне просто интересно, в чем проблема. Может быть, слишком много всякого закинул и устроить большую глобальную зачистку там. Да ладно. Полчасика посидели, поболтали. Всем пока. Жду ваших вопросов, донатов, подписок на Бусти. Увидимся с вами уже в начале января. Где-то так. А теперь всем пока.